Привет, друзья! Германия и Европа входят в период турбулентности и перемен. И сегодня это видно особенно отчетливо. Одни обсуждают переговоры правительства с представителями Афганистана, другие следят за тревожными данными о кризисе автопрома, а эксперты спорят, что означает новая налоговая планка для богатых. На этом фоне звучат заявления канцлера Фридриха Мерца о новой архитектуре безопасности, появляются новости о перестановках во внутренней разведке Германии и даже о готовящейся в технологическом союзе Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Все эти события переплетаются между собой, формируя единое поле, где ставки для Германии становятся все выше. Давайте вместе разберемся, что это значит для страны и для Европы. Оставайтесь до конца и подписывайтесь, чтобы не пропустить главное последнее событие дня. Итак, в Европе заметная глубокая трансформация политической сцены. Средние умеренные партии, находившиеся когда-то в центре власти, постепенно теряют свое влияние. Политологи говорят, что мы видим распад в замедленном режиме. Например, во Франции уже 2 правительства были свергнуты в течение 1 года через вотумы недоверия. Это один из признаков, что крайне правым удается вытеснять центр. В Италии, Испании и Нидерландах центристские партии больше не могут собрать устойчивое большинство. Избиратели все чаще выбирают крайне правые или крайне левые силы, потому что им кажутся отчужденными умеренные политики, которые были бы готовы на компромиссы. В Германии наблюдения похожи. Традиционные партии центра уверенно теряют поддержку. Многие граждане чувствуют, что умеренные такие позиции не решают острых социальных и экономических проблем. Рост цен, неравенство, вопросы миграции. К тому же крайние партии активно используют недовольство, часто предлагая простые решения сложных вопросов и таким образом усиливают свое влияние. Эксперты предостерегают, если эта тенденция сохранится, демократия может столкнуться с нестабильностью. Отсутствие такой жесткой монополии на лидерство у умеренных партий делает коалиции нестабильными, усложняет принятие решений и увеличивает риск радикальных движений. А дальше еще интереснее. В Германии считается, что вы уже богаты, если зарабатываете бруто около 82 тысяч евро в год. Это та граница, после которой уже платят высшую ставку подоходного налога в 42%. Но важно понимать, 82 тысячи евро – это не чистые деньги. От этой суммы вычитают взносы, пенсионное страхование, медицинское, на уход, расходы, которые вы можете списать. То есть реально после всех этих вычетов сумма будет меньше. Тем, кто живет один и входит в налоговый класс первый, чтобы достичь этого налога, нужно именно около 82 тысяч евро бруто. Это дает представление, сколько надо зарабатывать, чтобы попасть в 10% самых зажиточных по стране. Среди профессий, где можно зарабатывать такие суммы или больше, перечисляют топ-менеджеров, C-level, главных врачей в больницах, руководителей юридических отделов, финансистов и специалистов в IT-безопасности. Например, доходы главных медицинских направлений бывают до 197 500 евро в год. Также отмечается, что учеба и образование сильно влияют. Чем выше квалификация, тем больше ответственности, тем выше шанс достигнуть таких доходов. И следующая новость о мигрантах в Германии. Правительство Германии готовится сделать процесс выдворения граждан Афганистана более регулярным. Министр внутренних дел Александр Домбрин подтвердил, что уже ведутся прямые переговоры с представителями движения талибов в Афганистане, чтобы упростить и увеличить число депортаций. Такое заявление прозвучало после того, как ранее выдворение осуществлялось лишь изредка. Сейчас организация выдворений готовится таким образом не только чартерные, то есть специальные рейсы, но и регулярные рейсы, как рейсы авиакомпаний общего пользования могут быть использованы. Также сообщается, что Германия уже 2 раза отправляла афганцев домой с 2021 года, 1 раз в августе 2024 года 28 человек, среди которых были лица с судебными приговорами, и 1 раз летом 2025 года 81 человек, я вам об этом рассказывал. Катар играет роль посредника в переговорах. Представители Германии уже встречались с талибаном в Катаре и сейчас планируют направить официальную делегацию в Кабул, столицу Афганистана, чтобы обсуждать детали. Реакция на эти планы уже есть, правозащитники выражают обеспокоенность, они говорят, что переговоры с Талибаном могут быть восприняты как легитимизация режима, который не соблюдает права человека, особенно прав женщин и меньшинств. Немецкая социал-демократическая партия СДПГ и Зеленые выражают осторожность, требуя, чтобы контакт с Талибаном не превращался в признание его как официальной власти.
И это еще не все. В Германии автомобильная отрасль переживает масштабный кризис. Прибыль крупнейших автоконцернов за первое полугодие почти упала наполовину. Это видно из анализа, проведенного компанией EY. За год операционная прибыль сократилась, внимание, с 84,3 миллиарда евро до примерно 42,8 миллиарда. При этом объем продаж почти не вырос, что говорит о структурных проблемах в отрасли. В правящей коалиции Христианско-демократический союз ХДС и социал-демократическая партия СДПК нет единства, как выходить из кризиса. Сторонники ХДС ХСС выступают за пересмотр плана полного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, ослабление экологических норм и снижение штрафов за превышение норм СО2. Одним из таких представителей является депутат Тильман Кубан. С другой стороны, многие в социал-демократической партии Германии настаивают, что будущее за электромобилями и, что важно, ускорить развитие зарядной инфраструктуры, стимулировать покупателей, поддерживать производство в Германии, чтобы сохранить рабочие места. Например, в Нижней Саксонии премьер-министр Олаф Лис предлагает, чтобы гибридные автомобили и машины с расширителем хода могли продаваться и после 2035 года как переходные технологии. Эксперт Константин Гал отмечает, кризис глубокий и трудности сохранятся. Проблемы: слабая продажа автомобилей, резкая конкуренция по ценам, высокие расходы на переоснащение предприятий и инфраструктуры. И еще новости Европы и Соединенных Штатов Америки. США и Великобритания готовят новое технологическое соглашение в момент рабочего визита президента Дональда Трампа в Лондон. Ожидается, что в ближайшие дни страны подпишут этот техпакет. Суть соглашения: усилить сотрудничество в ключевых технологических областях, то есть искусственный интеллект, квантовое вычисление, полупроводники и телекоммуникации. Британия намерена уделять внимание развитию технологий, которые, по словам министра технологий Лиз Кендалл, изменят всю жизнь. Визит Трампа продлится 3 дня, он будет сопровождаться делегацией бизнес-лидеров. Среди них, кстати, ожидается глава NVIDIA Дженсен Хуанг и основатель OpenAI Сэм Альтман. Кроме того, планируется, что инвестиционная компания BlackRock вложит около $700 миллионов в британские дата-центры. Обе страны уже в начале года представили стратегии развития в области искусственного интеллекта. Американские компании, такие как OpenAI и Anthropic, открывают отделение в Лондоне, а британские фирмы, например DeepMind, расширяют сотрудничество. И еще одна важная и долгожданная новость Германии. В Германии скоро появится новый глава Федерального ведомства конституционной защиты. Им станет Синан Селин. Назначение уже согласовано между Союзом ХДС ХСС и социал-демократической партией СДПГ. Министр внутренних дел Александр Домбрин планирует в понедельник официально сообщить сотрудникам ведомства о переменах. Синан Селин родился в 1972 году в Стамбуле. В 4-летнем возрасте переехал в Германию с родителями-репортерами. С 2019 года он занимает должность вице-президента ведомства. Ранее работал в Федеральном уголовном управлении, в Министерстве внутренних дел и даже в частной сфере обеспечения безопасности. Федеральное ведомство конституционной защиты остается без постоянного руководителя, напомню, с ноября 2024 года после ухода Томаса Халдингванка, который ушел, чтобы баллотироваться в Бундестаг. До настоящего момента функции исполняли его заместители, включая Селина и Сильке Вильямс. Одной из ключевых задач нового главы станет усиление внимания ведомства к угрозам из-за рубежа, особенно к разведывательной деятельности, кибератакам и дезинформации, исходящим от иностранных государств. И это еще не все. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на ежегодной конференции послов Германии с заявлением, что мир стоит на пороге новой эры безопасности. Он отметил, что страны с авторитарным режимом действуют все более напористо, а отношения с Соединенными Штатами Америки уже нельзя считать автоматически надежными. В таких условиях, по мнению Мерца, Европе нужна новая архитектура безопасности, система, которая будет работать десятками лет и защищать интересы Германии и Европейского Союза. Мерц подчеркнул, что больше нельзя рассматривать внутреннюю и внешнюю политику как два отдельных мира. Они все теснее связаны между собой. Он призвал к более прагматичному подходу в международной политике, опираясь на свои национальные интересы. Особенно он похвалил министра иностранных дел Йохана Вадефуля.
Мерц сказал, что Вадафуль с сильным компасом доказал, что может вести ведомство в сложные времена, несмотря на критику внутри партии. По словам Мерца, перед Германией и Европейским Союзом стоят исторические задачи формировать внешнюю безопасную политику так, чтобы она отвечала реальным угрозам сегодняшнего дня, а не устаревшим представлениям. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.